От чистого сердца приглашаю вас, мои родные подписчики и новые друзья, на этот расклад. Он будет на игральных картах. Это будет магический пасьянс, на котором вы узнаете, что сейчас между вами. Чувства, мысли, действия партнера и что между вами, какие энергии между вами, что управляет вашей парой, как вам добиться большего счастья. Итак, вот игральные карты. Открываю для вас. Очень хорошо, тщательно мной перемешанные. Здесь мужчина и вы. Это он и вы. И мы будем смотреть для вас. Поэтому вы будете у нас номер один. Это вы, госпожа, прекрасная, счастливая, с белой лилией, то есть у которой счастливая, благополучная, достойная, благородная жизнь, с благородным королем. Здесь можно просмотреть новые отношения. Если у вас нет отношений, можно посмотреть, что будет за мужчина. Вообще, в любом случае, мужчина в вашей жизни. Если есть отношения, как будет дальше с ним складываться, независимо от статуса или положения, вы только познакомились, живете вместе или уже женаты. Потому что каждый человек для себя усвоит нужную информацию и проявится то, что должно проявиться для вас. А вы будете по тому же принципу, как приходится отсеивать себе информацию на раскладах общих или на раскладах заказанных, та же идея. Чисто по моему методу. У каждого человека свой метод, я уважаю метод других людей, но у меня этот метод работает. То есть в любом случае нужно отсеивать информацию важную себе брать, а то, что не важно, можно отбросить. Так даже и на заказанных четко по тем же принципам. У любого предсказателя, кого бы ни заказали, так будет. А я сейчас приступаю прямо к делу и предлагаю вам просто оставаться на раскладе. Здесь высшие силы с вами взаимодействуют, поэтому очень важно, чтобы вы знали, если вы хотите получить совет, смотреть нужно как бы уважение высшим силам с начала до конца. Не мне уважение, конечно, а высшим силам. Итак, червовая дама, червовый король. Червовой даме о червовом короле. Какие у него планы на вас? Что будет дальше между вами? Как будет все складываться? Как он будет проявляться? Если между вами какие-то препятствия, какие энергии управляют его родными корнями, вашими родными корнями, как будет все у вас складываться в вашей паре? Советы от высших сил, совет от вашего высшего я, от ангелов-покровителей и от хранителей рода. Все будет в картах, потому что карты – это духовность, просто личностная духовность, да? Это как иконы, девочки. Ну а нам, нашему славянскому сердцу, очень дороги именно вот такие на игральных картах. Они простые и понятные. Я делаю магический пасьянс, кстати, вот если вы коротаете вечерок со мной, что делаете, кстати, правильно, лучше, чем за рюмкой или за тортиком, правда? Потому что здесь и самопознание, и информацию о будущем узнаете, с пользой для себя проводите время. Я вам предлагаю либо смотреть мой расклад, расслабиться, либо же можно взять игральные карты в руки, почему нет? И тоже раскладывать такой пасьянс. Мой посмотреть, свой разложить, потом сравнить, правда? Тоже можно делать, ведь игральные карты есть у всех в доме. 36 листов, малая колода Ленорман основана на этих картах, есть у всех людей в доме. Итак, у меня есть видео, в котором я рассказываю, как именно выкладывать этот пасьянс. Можно обратиться на него, а здесь я просто буду делать. Если вы даже то видео не видели, вы поймете. Ну а если захотите, посмотрите, зайдите у меня на канал, там много интересных видео у меня. Можно найти видео с рекомендациями, как такой пасьянс раскладывать. Это старинная выкладка. Всем понятная, она простая. Итак, у нас здесь уже все готово. Господин, он идет на дно колоды. Вот так. Колоду мы не меняем, как она есть, так есть. И начинаем раскладывать с вами. Здесь нужна концентрация. На самом деле это не трудно, но в любом случае нужна концентрация. То, что я говорить буду, это я просто буду читать каналы карт, потому что я говорю, каналы карт открываются. Может быть, будет отрывками, как бы, знаете, слова будут отрывочные, потому что каналы карт не всегда показывают себя как бы большими сложными предложениями, иногда просто отрывками, отрывочными фразами. Такое тоже может быть, да? Итак, смотрим, что здесь мы можем убрать. Что мы здесь можем с вами убрать, смотрим, да?
Угу. Пока все имеет место быть. Пока все имеет место быть. Продолжаем. Вот здесь можно убрать эту карту. Эти карты просто мы сдвигаем. И здесь можно вот эту убрать. Тогда мы сдвигаем назад. Может быть, вы увидите что-то скорее, чем я. Но я, конечно, должна концентрироваться. И вы подумаете, вот это можно убрать. Такое тоже может быть. Может для вас скорее открыться что-то. Но во всяком случае со временем я буду забирать все, что я увижу. И то, что останется, карты в остатке будут показывать, что между вами. Все очень просто. Все очень просто. Убираем. Вот здесь тоже убираем. Угу. Хорошо, эти убираем. Обычно остается от нуля. От нуля это значит, что очень, очень хорошо. Между вами просто нет ничего. Вы, в смысле, ничего не мешает вам. Вы очень тесно друг к другу расположены и относитесь, да. Но иногда бывает до 10, до 20 карт между вами. Как выходит. И это на момент просмотра. На тот момент, когда вы нажали посмотреть, да, видео и актуально. На момент просмотра. На этот момент и актуально. Вот так. Знаете, все нужно. И вот эти карты, которые даже я убираю, они тоже же имеют энергетику, правильно? И эта энергетика, она то появляется, то уходит, она дает свой отпечаток на расклад, как бы показывает свое мнение к тому, что происходит между вами и как все будет. Так что все на пользу, все на добро всегда. У нас все здесь вроде в порядке. Так. Угу. И вот сейчас, видите, это король. Вот это все сейчас пока между вами, вот вы. И сейчас мы будем смотреть, что еще можно забрать. Здесь особенно внимательно нужно смотреть. Одну или две карты можно забирать, просто условия скажу, между картами одинакового значения, то есть восьмерка, восьмерка, десятка, десятка или одинаковой масти, да, просто очень, очень простой закон, очень-очень простой, 9, 9, убираем эти две. И все просто сдвигаем, все очень все просто, вот так. Окей, хорошо. Что еще можно забрать? Смотрите вместе со мной. Делаем выводы, да? Делаем выводы, естественно. Угу. Вот здесь две бубновые карты, между ними вот это забираем. Сдвигаем чуть-чуть. Чуть-чуть сдвигаем. Что еще можно забрать? Можно туз забрать. Так. Вот здесь эти две карты можно забрать, потому что они между бубновыми картами. Еще что можно забрать? Вроде бы все теперь на месте. Вроде все на месте, да? Восемь, 8. Вот эти две забираем. Одни красные карты остались. Замечательно. Вот две бубновые, одна между ними бубновая уходит. Две червовые, одна уходит. Вот сухой остаток. 5 карт сухой остаток, это неплохо. Бывает и до 10 остается карт. Это очень хорошо. Итак, мы смотрим, что между вами. Угу. Прежде всего хочу сказать, что мужчина вас любит, потому что восьмерка червовая — это очень хорошая карта. Это карта общения, разговоров с ним, сердечного общения, сердечных разговоров и желания быть друг другом и общаться. Мужчина очень хочет с вами общаться. Мужчина настроен к вам любовно, позитивно. Смотрите, одни любовные карты, да.
Бубен – это вы для него драгоценность, вы для него идеал женской красоты, идеал партнерства. Потому что 2 восьмерки – это идеал партнерства, это как бы двойное желание договориться. Очень хороший расклад, 2 восьмерки очень значимо. А 9 бубен, 9 это, конечно, чувство у него к вам, вот именно как драгоценность, и очень уважительное чувство. Когда идет бубен 9, это любовь, но еще даже выше, чем просто сердечная карта червовая, потому что бубновая привязанность – это когда он и любит вас страстно, и тоже уважает очень. Вы для него просто идеал во всех отношениях. Так что здесь мы видим четко и понятно, что у мужчины есть к вам чувства, есть настоящее намерение. Я просто так делаю оберег такой, да? Любовь, страсть, желание быть вместе. Очень хороший расклад. Очень-очень хороший расклад. Вы с ним будете встречаться обязательно, потому что 2 восьмерки, это уже подразумевает встречи, да? Уже вы друг другу будете идти навстречу, и будет у вас не просто разговор, но и общение сердечное. А общение сердечное – это более телесный контакт. И вы договоритесь. Здесь для многих проиграется, что он вам предложит руку и сердце, предложит свидание, предложит встречу. Потому что 8 подразумевает и 6, и 7. 6 – это сближение, 7 – это свидание, 8 – это любовь. Такая, где есть контакт, разговоры, где есть притирка, понимание друг друга. Особенно, когда вы встречаетесь и начинаете понимать, что для него свойственно, что для вас. И таким образом начинаете понимать, где у вас точки соприкосновения. Да? 8 – это когда идет общение. Прекрасное общение с любовным интересом. Причем с интересом вот таким бубновым. А это означает, что он себе представляет уже вас госпожой в своем доме, что с вами ему очень интересно и приятно жить. Одна красная масть – это очень хороший расклад. Между вами будет только любовь и взаимопонимание. Если вы поссорились, эта карта предполагает мир, предполагает улучшение любой ситуации между вами. Вот подумайте сейчас о том, что вас разделяет. И этот расклад покажет, что теперь вы будете только находить дорогу друг к другу и будете только понимать друг друга. У вас будет общение, а это значит, у вас есть будущее. Если есть общение у людей, люди друг другу интересны. И я могу сказать, что скоро это будет происходить, но вообще есть такое выражение, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. И здесь вы, видимо, долго ждали, может быть, вы грустите такого момента, когда любовь придет, и теперь тот момент пришел наконец, когда к вам пришла любовь. Здесь для многих, кто не имеет пары, это разговоры любовные, разговоры, умение найти себе пару, потому что бубен – это когда мы общаемся с людьми разными, находим тех людей, которые нам больше нравятся, к нам созвучны больше, и делаем это без страха, что мы там кому-то не понравимся, кто нам понравится и так далее. То есть, как я говорю уже, для того, чтобы найти партнера, это как весь мир обувный магазин. Мы перемеряем к себе партнеров, и есть такое положение, что не только один человек может быть для нас дарован судьбой, но 1000 людей в мире могут к вам подойти, как партнеры. И здесь вы выбираете себе партнерство, и вам это интересно, в кайф выбирать, интересно узнавать людей. И он выбирает, и вы выберете друг друга. И если вы поссорились, или есть качели, даже у тех, у кого есть, может быть, треугольник, и может, кто-то встревает в ваши отношения. Я здесь вижу, что вы договоритесь, вы сумеете найти общий язык, и у вас с этим мужчиной очень глубокие отношения, да, по 8 червовой, очень глубокое общение от сердца к сердцу. Это общение, это как милый друг, сердечный друг. Это все такие красивые выражения на игральных картах наших бабушек, да. Когда я беру в руки игральные карты, сразу вот этот сленг, такой жаргон, что ли, да, он гадательный, он приходит ко мне, потому что он как бы нами усвоен с детства и даже передавался по ДНК. И действительно, родовое ДНК, оно передается. Поэтому вы меня понимаете, показываю карты крупным планом, чтобы вы поняли их, сами увидели их красоту, их даже магическое такое, как бы, да, как палочка-выручалочка, видите, у него такой жезл.
признак его желания буквально заколдовать вас, чтобы вы его любили, так он вас любит, а так он хочет, чтобы вы были с ним. И это очень важно, потому что красный расклад, любовный расклад, сердечный расклад, веселый, счастливый, радостный, да, вот все это красный цвет. Красный — это значит красивый по-русски, и действительно вы красная девица, красен молодец, можно сказать, в любом возрасте, неважно, сколько вам лет, но вы найдете себе пару. Или если вы живете вместе, и вот вы потеряли вкус к жизни, может быть, это связано с какими-то бытовыми проблемами, или же с тем, что привычка делает нас как бы серую жизнь. Этот расклад красный показывает, что это все можно исправить. Свое отношение к жизни должно, как бы может поменяться, было бы желание, да. Показываю крупным планом, чтобы вы увидели это как энергооберег для ваших отношений, кто хочет поправить отношения, перевести их на лучший уровень, достичь счастья и взаимопонимания. Вот потому что 2 восьмерки, 8 это традиционно в игральных картах взаимопонимание. 2 восьмерки дают взаимопонимание между партнерами. Это как бы двойное даже, можно сказать, взаимопонимание. Поэтому расклад этот энергооберег, и он позволит вам понять друг друга, прийти к примирению, оставить сзади все, что вас разъединяло, или ссоры, или какие-то препятствия. Потому что, видели мы, этот расклад имеет тоже терапевтическое значение. Когда мы убираем карты, мы убираем все преграды. Да? То, что я убирала карты, это как очистительный такой катализатор, да? Убирает все, что вам мешало, все преграды между вами, все препятствия, может быть, механические препятствия, то есть это какие-то бытовые неурядки, финансовые проблемы, либо же это препятствия как третьи лица, другие лица, которые, может быть, препятствовали вам, мешали вашим отношениям. Все это ушло. Когда я выбирала карты, если вы смотрели на расклад, это как облегчение, очищение. И, кстати, можете еще раз посмотреть сначала, и вы почувствуете это облегчение и очищение. Это классно, очень классное чувство. Попробуйте, я уверена, что вы получите это очищение. Ну вот, хотела сделать мини-расклад, потому что просили девочки и мальчики всех возрастов. Кстати, мы всегда девочки и мальчики, мы всегда радуемся и играем в жизнь, да, вот такая жизнь она, правда. А теперь с виртуальностью еще больше мы понимаем Святой Дух, духовность. Вот Святой Дух и духовность, вот она была же виртуальная, да, 5-10 тысяч лет назад. Вот эта вся виртуальность Святого Духа, она теперь уже наяву испытывается, и мы понимаем, что мы все в облаке, да, мы все виртуально живем. Виртуальные друзьяшки, они самые-самые сильные, привязанность, самые любимые, самые дорогие, потому что не обидят и ничего плохого нам не сделают. И вы знаете, это такая виртуальная дружба, она потрясающая просто. И особенно если человек, вот как я, он профессионал в очищении, да, вот, таролог, астролог или, например, я еще и гомеопат классический. То есть, когда вы смотрите мои видео, вот сейчас попробуйте, я уверена, что вы поймете, о чем я говорю. Еще раз сначала возьмите, включите, и перед тем, как начинать видео, подумайте, какие препятствия у вас есть. Либо это третьи лица, которые вам мешают, наговоры, гадость всякая, грязь. И вот что делает виртуальность, она делает чистым все, да, как Святой Дух чистым все делает. Потому что Святой Дух это и есть, в принципе, интернет это часть Святого Духа, если кто не знает. Вот это непонятно, как получается, что меня сейчас могут слушать и в Японии, и в Африке, и в России. Это удивительно просто, я могу вас слышать тоже. Так вот, хочу сказать, что если вы посмотрите видео сначала, вы почувствуете на себе влияние этого священного духа, который вас ощущает. Это очень легко ощутить. Сделайте эксперимент. Нажмите это видео сначала, и перед тем, как смотреть, загадайте. Скажите себе, вот эти препятствия в наших отношениях хочу убрать навсегда, избавиться от препятствий. И начните смотреть видео, когда я убираю карты, вот говорите себе, с этими картами, которые убираются, уходят все препятствия. Я вам гарантирую, что вы получите такое облегчение, такую терапию, такое ощущение, просто невероятно. Поэтому я обожаю пасьянсы, обожаю. Вообще любые расклады, которые делаю, обожаю. Вас обожаю, любимые мои друзья. Виртуальные друзья, это настоящие, четко настоящие. У меня никогда не было таких хороших друзей, как виртуальных, честно вам скажу. Потому что здесь вот от сердца к сердцу у нас идет, да.
И хочу еще раз напомнить, в этом раскладе 2 восьмерки – это двойное взаимопонимание. Так что если вы ссорились или качели какие-то, вот всякая вот такая гадость, да, она уходит из вашей жизни, и получается, что он и вы понимаете друг друга. Здесь четко взаимопонимание между партнерами. То есть взаимопонимание между вами. 2 восьмерки – это двойное взаимопонимание. Бубновая восьмерка – это взаимопонимание, что касательно ценностей. Например, вы любите то же блюдо, что и он. Вы любите точно так же проводить вечера, как и он. Да? Вы любите, например, выходить в люди вечерами, так более активно проводить свой досуг, и он также любит. Или наоборот, вы любите с книгой, спокойно, горячая ванна, чай, милый тихий разговор, какой-то YouTube посмотреть. И он также любит. Удивительно. Вот это и означает восьмерка бубновая, когда у вас вкусы сходятся, да? Он любит, например, то же самое, что и вы в жизни. И такие люди обычно более счастливы вместе, конечно, у которых много точек соприкосновения. Об этом говорит восьмерка бубновая. А 9 бубновая говорит, что это вам в кайф двоим. 9 бубновая – это на вот этих предпочтениях взаимных, которые похожи у вас, строятся ваши чувства, строится ваша любовь. Потому что 9 – это любовь, конечно. И здесь восьмерка червовая говорит тоже, что вот эти милые разговоры, это милое общение, оно так сильно в кайф, оно тоже имеет сексуальную подоплеку в себе, правда? Который ведет к стабильным отношениям на всю жизнь, где есть доверие друг к другу, есть желание быть друг другом, и больше никто вам не нужен, только вы вдвоем, он и вы, господин и госпожа. Вот так можно для себя с пользой провести на моих видео время. А сейчас можете забрать себе своих двойников. Вот здесь госпожа присутствовала, которая получила эту информацию, а он господин. И все у вас в жизни будет хорошо. Я хочу сказать, что я преподаю игральные карты. У меня есть уроки как по малой колоде, вот этой 36 листов, так и по большой колоде. То есть где 2, 3, 4, 5 тоже задействованы. Так что обращайтесь на мой сайт, кому нужны уроки по игральным картам. Уроки можно взять для того, чтобы просто кайфовать, уметь с картами обращаться, для саморазвития, самореализации, либо же для профессиональной деятельности тоже хорошо. Я хочу сказать, что всех обожаю, всех моих любимых, родных подписчиков и перспективных подписчиков. Подписка ничего не стоит, но тогда вы будете родным на моем канале, и я буду для вас раскладывать карты. Это, конечно, важно, да? Вы будете принадлежать вот к этой большой моей семье эзотерической. Подписывайтесь, ничего не стоит совершенно. Огромное спасибо спонсорам канала, потому что благодаря вашей донации я могу делать расклады для всех и не делю свою энергию между заказанными и общими прогнозами. Общие прогнозы, по моему методу, они работают лучше, чем заказанные. Но это чисто мой метод. Каждый предсказатель имеет свой метод, каждый мастер свой метод. Я уважаю всех мастеров. Ну, вот на моем канале, естественно, мой метод. Всех вас люблю, обожаю. Обнимашки вам, медвежьи обнимашки и виртуальные поцелуи всем. И ждем вас, я и мои карты, на новых видео и на старых. Старые видео, как старое выдержанное вино, как я повторяю уже многие годы. Или как намоленная икона. Почему? Потому что многим помогло и вам поможет обязательно. И вы с пользой для себя проведете время. Будем видеться. Всех люблю, обожаю, всем желаю счастья.